Теннисные браслеты и кольца с бриллиантами и цветными камнями сейчас просто хит сезона, но в основном предлагают камни, облагороженные нагреванием. Я хотела теннисное колечко с негретыми розовыми сапфирами. С трудом их нашла, еле-еле, придумала дизайн для ювелира. И вчера я получила кольцо как раз к 8 марта. Кстати, как вам колечко? Пишите в комментариях. А теперь информация исключительно для вас. Посмотрите, какие у меня теперь есть подборки камней для теннисных колец и браслетов, а также для пуседы подвесок. Это бирманская шпинель, шпинель махенги, цевариты, даже есть хризоберилы, и вся эта красота не облагорожена и имеют сертификаты швейцарской лаборатории GFCO. Если вам не интересно, ставьте дизлайк и отписку. Ну а все, кто радуется камням вместе со мной, большой гемологический привет! Я гемолог Ольга Меликян, и вы на канале о драгоценных камнях Gemstones. Сейчас все покажу подробно. Поехали! Там на макушке сидит дерево. Типа царь леса. Вот наше маленькое хозяйство. Продолжаем. Под номером 1 у меня 20 красновато-розовых бирманских шпинелей общим весом 0,80 карат. Диаметр камней 2,15 мм. Например, для своего теннисного кольца я использовала 35 камней диаметром 2 мм. Это кольцо большого размера для указательного, среднего и большого пальцев, отсюда и большее количество камней. Эти 20 шпинелей прекрасно встанут в теннисное кольцо, например, для безымянного пальца или мизинца, а еще модно делать кольца для первой фаланги пальцев. В любом случае с ювелиром все элементарно проектируется и реализуется. Номер 2. Танзанийская розовая шпинель общим весом 1,89 карат. Всего здесь 8 штук в огранке овал. Я разместила эти шпинели на свое усмотрение. Как вариант, думаю, что неплохо. Добавить бриллианты и получатся пусеты-трансформеры. Кстати, поделитесь в комментариях своими идеями на этот счет. Конечно, необычно видеть на такие маленькие камни гемологические сертификаты. Поставщики, само собой, предлагали их без сертификатов, но я настояла на том, чтобы их сделать. И согласитесь, такие документы воодушевляют. Номер 3. Эти камни достойны отдельного восхваления. Это 20 бирманских розовых шпинелей общим весом 5,39 карат. С характеристикой по цвету Vivid Pink, насыщенный розовый. Каждый из этих камней можно было бы смело использовать отдельно. По большому счету, каждый из них может иметь вполне такую цену, как сейчас весь этот лот. Но мы с моим партнером решили объединить камни в единый сет для теннисного браслета. Кстати, и кольцо можно вполне сделать, оно будет кольцом Альфы, ну или королева Альфы. Все это не реклама и не интернет-магазин. Упаси меня Бог что-то предлагать вам покупать. Мы здесь так просто посмотреть на камушки собрались. А что это вы сейчас делаете? Ищите мои контакты? Так они в закрепленном комментарии и в описании к этому видео. Номер 4. Цевариты 2,15 карат общим весом. Как видите, на сережке. Цвет у них Vivid Green. Подтверждено это гемологическими сертификатами. Конечно, это что-то нереальное. В таком цвете цевариты даже большего веса нужно еще поискать. И не всегда получится найти. Цевариты сейчас очень дорогие. Настолько дорогие, что даже условно состоятельные покупатели все чаще отказываются от покупки цеваритов. Жаль, что прямо сейчас нельзя написать мне в WhatsApp или Telegram, да и обсудить всю красоту этих цеваритов. Шутка! Рекомендую посмотреть интересное видео про цевариты на моем канале по ссылочке, которую вы сейчас видите сверху справа. Номер 5. Это бирманская красновато-розовая шпинель общим весом 2,70 карат в количестве 30 штук. Диаметр каждого камня 2,7 мм. Цвет Vivid Red Pink, насыщенный красновато-розовый, что, собственно, мы и видим сейчас на видео. Как вы уже заметили, я снимаю камни на открытой площадке в пасмурную погоду в Санкт-Петербурге без дополнительного освещения и фильтров. В помещениях цвет всех этих камней отличается, это правда. Мне не лень сделать дополнительную съемку, просто напишите мне, контакты вы все уже знаете. Камней из этого сета с лихвой хватит на изготовление любого теннисного кольца, я в этом просто уверена. Почитайте сертификаты на паузе, обратите внимание, что и эти, и все другие камни не облагорожены. Номер 6. Розовая танзанийская шпинель общим весом 2,10 карат. Каждый из этих камней вполне подходит для самостоятельной вставки в кольца для тоненьких-тоненьких пальчиков, или в ансамбле камни могут стать серьгами, да и теннисным кольцом с необычным дизайном. А вот каким дизайном, решу уже не я. Интересно, кто это будет.
Номер 7. Удивительный зеленый цвет у этих цеваритов. Их вес 0,69 карат. И эти камни яркие представители дорожженных камней, но с ценой до $600, и это не за карат, а за оба камня. Сдается мне, нужно держать мой смартфон на зарядке, он уже красный от звонков и сообщений. Ну так про что мы? Ах да, про цевариты. Я рада, что эти камни в круглой огранке. Это исключило возможные окна и обеспечило максимальную игру при таких маленьких размерах. Номер 8. Сет из 25 розовых бирманских шпинелей в круглой огранке и общим весом 1,91 карат. Диаметр 2,5 мм. Напомню, что в моем кольце сапфиры диаметром 2 мм. Пожалуй, я сейчас запрошу цену у дилера и, скорее всего, выкуплю их сама. С этими камнями я хотела бы сделать еще одно теннисное кольцо в желтом лимонном золоте для новой коллекции Milliken Balance. Ну, ладно, это отдельная тема. Не обижайтесь, мы же тут просто собрались посмотреть на камни, а самой себе я не могу запретить покупать красивые камни, это уж точно. Номер 9. Пара хризоберилов весом 0,93 карата. Камни имеют огранку октагон, обратите внимание, и при этом они очень хорошо показывают раскрытие алмазного блеска. Как известно, хризоберилы имеют высокую дисперсию, твердость 8,5 баллов. В отличие от своего собрата Александрита, хризоберилы относятся к первому типу чистоты. Поэтому чистота iClean, как у этих образцов, это вполне естественное для них явление. Номер 10. Розовые сапфиры 1,14 карат суммарно с Мадагаскара и без облагораживания. Напоминаю, как эти, так и все остальные камни из этого видео не имеют облагораживания, что подтверждено гемологическими сертификатами GFCO. Хочу обратить ваше внимание на очень важный гемологический момент. В сети начинает подниматься дилетантская волна касательно того, что GFCO – это плохая лаборатория, слабая, и что они не могут отличать гретые камни от негретых. Так вот, обратите внимание на нижнюю строку в сертификате. Там перечислены методы исследования диагностических признаков камней. В их число входит исследование состава камней и спектральный анализ. Эти методы позволяют выявить факт наличия или отсутствия нагрева. Показываю также свои мадагаскарские розовые сапфиры в кольце для сравнения цвета. Пишите ваше мнение в комментариях об этом. Номер 11 и номер 12. Эти две позиции – самые настоящие шпинели махенги. В это, конечно, трудно поверить, мы привыкли к тому, что охота ведется за махенги намного большего веса, и в таком цвете пинк, розовый, шпинель махенги встречается редко и имеет колоссальную стоимость. Я бы сказала, для многих неподъемную. В данном случае вы видите два лота по 30 камней каждый, 1,09 и 0,96 карат соответственно. Цена, как мне известно, более чем доступная, скажем, не дороже нового айфона за коробочку этих камней. Кому интересно посмотреть на эти шпинели махенги при других освещениях, пишите мне, я сразу сделаю для вас съемку. Отдельно обращаю ваше внимание на то, что цвет этих камней розовый, а не hot pink, то есть не горячий розовый, который признан топовым. Тем не менее, и цвет этих камней достойный. Номер 14. Цевариты на серьги 4 штуки в круглой огранке с общим весом 1,11 карат. Цвет этих цеваритов Vivid Green, насыщенный зеленый без желтоватого подтона. Диаметр камней от 4 до 4,16 мм. Внешне разница глазом совершенно неотличима. Возможно, эти камни могут стать вставками не обязательно для сережек. Это только мое предположение. Думаю, что ваша фантазия будет более яркая и креативная. К тому же эти камни не какой-то эксклюзив с точки зрения стоимости, а колоссальный эксклюзив с точки зрения того, что вы видите их прямо сейчас вместе с сертификатами и непосредственно здесь в моих руках. Я не побоюсь предложить вам прогуляться по просторам сети интернет и помучить поисковики, посмотреть, какие на данный момент есть аналогичные предложения. Обратите внимание на цвет, чистоту таких камней и на наличие гемологических сертификатов на камни небольших размеров. Я, например, в своей практике ничего подобного не видела даже близко. Поздравляю женщин с праздником весны и красоты. Желаю вам радости, легкости, любви и счастья в жизни.